Вот тут меня ГАИ, ГИБДД остановила. Потрясающий человек попался. Просто редкий случай. Ну, не редкий случай. Среди сотрудников очень много порядочных мужчин. Ехал не пристегнут, потому что рубашка помнется. Если ремень набросить, будет мятая. Некрасиво в камеру. Плюс еще наехал на эту вафельную разметку. Нельзя. Штраф. Представляете? Останавливает, подходит. Говорит: здравствуйте. Документы. Дал документы. Проверил. Говорит: вы знаете, я очень беспокоюсь за вашу безопасность. А вы не пристегнуты. Устраните, пожалуйста. Я пристегнулся. Он говорит: отлично. Вы наехали на вафельную разметку. Это штраф. Я говорю: очень извините. Тороплюсь. Куда торопитесь? Объяснил. Хорошо. Не смею вас больше задерживать. Но, пожалуйста, пристегивайтесь. Представляете? Просто космический ГИБДДшник какой-то. Космический. А есть же такие иногда, как прицепится, так и не отвяжешься от него. Зачем ваша команда или ваши люди звонят? Вам кто-то звонит из моей команды, значит, они хотят сделать вас счастливой женщиной. Запомните это навсегда. Если вам кто-то позвонил и сказал: здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, команда Марка Бартона, это значит, вам позвонили, чтобы сделать вас счастливой. Пронесите эту мысль через весь разговор с человеком, который вам позвонил. Да. Не нужно бояться звонков. Тем более вам же звонят сообщить какую-то важную информацию, правда? Штраф не заплатил, нет. Никто меня не оштрафовал. Вот и удивительно, что такой хороший человек попался. Дай Бог ему здоровья. Через какое время в отношениях должна быть близость? Ну, когда доверие появляется уже, когда вы можете чувствовать себя с мужчиной в безопасности, когда понимаете, что цель его общения с вами не только сексуальная близость. Же все мужчины с женщинами знакомятся по очень простому принципу. Увидел, захотел, понравилось. Или сначала понравилось, потом захотел. У каждого своя история. Уже в процессе общения мужчина начинает понимать для себя, что эта женщина, она интересна мне не как объект для удовлетворения сексуальных потребностей, а гораздо более глубже. Понимаете? И этого не нужно бояться, когда мужчина вам в первые дни знакомства намекает на близость. Не нужно соглашаться, а бояться не нужно. Вообще. То есть это нормальное состояние. Просто раньше мужчина обозначал свою мужественность через какой-то апгрейд такой внутренний, да, то есть он себя совершенствовал с самого детства. Вот, и достигал вот этого состояния признания, силы внутренней через победы, через достижения свои, через успехи, война, охота и так далее. Генетическая память, она работает до сих пор. А сейчас мужчины, воюют только военные в каких-то точках. Вот, охотники. Но охота — это уже не средство для выживания, добыча пищи, а просто как наслаждение какое-то для мужика. Знаете, почувствовать этот адреналинчик.
И поэтому для мужчин самым простым способом самоутвердиться в мире стала близость с женщиной сексуальная. Не нужно быть удобной для мужчин. Он захотел. Да я тебя очень рада, что ты хочешь. Я тоже хочу. Я вообще такая кошка темпераментная, кисочка. Такая я вообще. Не подходи ко мне даже. Боюсь поранить тебя коготочками своими. Но я пока еще не готова. Мне нужно с тобой еще пообщаться. А многие женщины с такой позиции. Мужчина предложил, может быть, мы там с тобой то все. Она, понятно, всем мужикам нужен секс и до свидания. Так, конечно, он соскочит. А вы сами это делаете, чтобы он сбежал. Поиграйте с ним немного. Поиграйте с ним немного. Хочу, но стесняюсь пока. Вот позиция женщины. А когда ты перестанешь стесняться, не знаю. Все зависит от того, насколько ты проявишь себя как мужчина. Все. Моя дочь живет с парнем 2 года, и он жениться и не собирается. Это не ваша ответственность. Не лезьте туда, пускай сама разбирается. Она выбрала этого парня, ей с ним жить. Все. Вы, как мама, можете ее просто поддерживать и говорить: любимая моя доченька, я уважаю твой выбор, нравится он мне или нет. У меня есть свое мнение, но я с уважением отношусь к твоему мнению. Поэтому, если ты приняла такое решение быть с этим человеком, будь. Но всегда знай, что я тебя никогда не буду осуждать за это. Всегда поддержу тебя, если тебе понадобится моя поддержка или мой совет. И пока вас не просят давать советы, не давайте их. Не надо задавать лишних вопросов, пока вас не просят вмешиваться в отношения. А даже если просят, говорите: ребята, это ваше личное дело, занимайтесь своей жизнью сами. Без меня. Лучше собой займитесь. Не думайте сейчас о том, с кем ваша дочь живет. Все, что нужно было там сделать им вместе, они уже сделали. И не один раз. И все уже прекрасно понимают. С кем они там в отношениях находятся, каковы перспективы. У меня муж 23, мне 33, ревную. Были прецеденты. Ну вы себе, вы же вышли замуж за головную боль. Теперь либо работайте над своей самооценкой, уверенностью в себе, либо расходитесь. Ну, другого варианта нет. Что вы, мне 33, ему 23. Естественно, там молодой пацан еще. У вас одни взгляды на жизнь, у него совершенно другие. И вы теперь трясетесь. А вдруг найдет моложе, а вдруг то, а вдруг это. Ну вы же хотели молоденького, упругенького. Вот получили. Теперь ваша система нервная упругенькой стала. Понимаете? Все, как вы хотели. Теперь будете ходить нервничать. Ну вы не нервничайте. Главное, полюбите себя. И тогда не важно, сколько там ему лет, 23 или 33, он будет бояться потерять вас. Сейчас как вы относитесь к психологу Шахову? Я даже не знаю, кто это. Как я могу к нему относиться, если я не знаю, кто это? Если я психолог, это же не говорит о том, что я должен знать всех психологов.
Если мужчина был женат 24 года, потом развелся, у нас были отношения, а теперь он сказал, что запутался. В чем? В локонах ваших запутался он. Запутался он. Когда сексом занимался, ничем там не запутался. Запутался он. Когда мужчина запутался, он таким образом сообщает информацию. Не готов к отношениям с тобой. Все. Мне надо подумать. Не готов к отношениям с тобой. Я не могу забыть в прошлое отношения, травма. Не готов к отношениям с тобой. Запутался он. Потерялась я. Как Гадя Петрович Хреновый прям. Он просто не хочет быть с вами, а он запутался. Ничего он там не запутался. Сексуальная близость нужна ему? Нужна. Хочет? Хочет. Не запутывается. Вот и весь ответ. Как научиться чего-то. Вы понимаете, нет, мы, мужчины, да, действительно умные, когда хотим быть умными. И если развиваемся, мы еще бываем интеллектуальными. Это факт. Но даже интеллектуальный мужчина — это просто хорошо обученный примат. Так, давайте вот честно, по-честному. Если посмотреть даже на то, как устроен мозг женщины и мужчины, ваш мозг гораздо более сложен по своей структуре. И вещества серого у вас побольше, нежели у нас. Но просто вы им не пользуетесь, а и вам это и не надо. Вот. А у нас его не хватает, и мы стараемся как бы вот, чтобы по максимуму использовать это вещество серое. Но вы очень сложно рассматриваете мужчину. То есть вы считаете, что у него в голове какая-то там вселенная целая. Он запутался, и у вас начинается мыслительный процесс. Вы начинаете думать, где же он там запутался, в чем он запутался, в чем его сомнения. Да там все так просто, вы даже себе представить не можете. Да или нет. Ну это типа как, а еще я в нее ем. Вот, здесь то же самое. Мужчина с женщиной, если он понимает, что эта женщина дорога ему, ценна для него, он ее любит, он дорожит этой женщиной, он очень быстро принимает решение сделать так, чтобы она была его. Через поступки и действия, через свое отношение к ней. Все. Если она ему не нужна, вот тогда он превращается в знатока программы «Что, где, когда». Александра Друзь. Вот вы на всех мужчин смотрите как на Друзя этого. Смотрите попроще на мужчину. Если он с вами рядом, и вы, оценивая его поступки, пропуская их через свое сердце, понимаете, что все вам хорошо, вам классно, то это ваш мужчина. А все это бла-бла-бла, это... У вас отсутствует интуиция, ваш большой минус. Лили, откройте школу ясновидящих. И вот рекомендация вам, прям даю рекомендацию. Лили, школа ясновидения Лили. Определяя интуицию, определяя все недостатки, определяя все достоинства. Достаточно посмотреть на видео человека, либо на его фотокарточку. И ценник поставьте сразу такой, знаете, что один клиент и месяц можно было жить. Там 1300 за прием. Хотите? Что вы прям каждый раз, как в эфир заходите, ко мне какие-то диагнозы мне прописываете. Вам хватает этого, вам не хватает того, вам не хватает этого. Начинайте. Я думаю, вы найдете много желающих получить ваше экспертное мнение. Вот как ты ходишь по дороге, тетя? Чтобы по ногам тебе проедут по туфелькам, и все, и туфельки помнутся. Как потом в помятых туфельках ходить-то? Сейчас я... Вы сам, Марк, абьюзер.
Хорошо. Абьюзер. Абьюзер. Марк, ты абьюзер. Абьюзером я согласен быть, а вот абьюзером я не хочу быть. И никогда не буду. А абьюзером можете меня называть. Вообще прям. Только не главное не абьюзер. Вот о можно. Лилида умеет. Ну, так-то, если быть честным, у каждого человека есть абьюзивные наклонности. У абсолютно любого человека. Абсолютно любой человек является отчасти, где-то частично, в большей степени, в меньшей степени абьюзером. Это факт неоспоримый. Неоспоримый факт. Так. Все, девушки, я приехал. Мне надо идти снимать видео. До встречи. Новых видео. Ждите, скоро выйдут новые видосики на канале. Подписывайтесь, зайдите на YouTube и вбейте в поисковике Марк Бартон. И на мой канал подпишитесь и колокольчик нажмите. И все. И все. Что-то опять здесь какой-то затык. Все, всем пока-пока и до скорых встреч.